Птица Феникс – символ возрождения из пепла. Говорят, что по легенде ее слезы лечат любые раны. С людьми такое случается нечасто. И сегодня мы в гостях у Андрея Дуйко, человека, который пережил смертельную болезнь, потерю бизнеса и очень большие неудачи в жизни. Но сегодня он успешен, богат, у него красавица жена, он счастлив в браке и учит этому других. О любви и ненависти, о мотивации, об эзотерике, о магии. Обо всем этом мы сегодня с ним поговорим. Андрей Андреевич, про вас ходит очень много разных слухов, и положительных, иногда отрицательных, но мы знаем точно, что у вас абсолютно удивительная история. Вы преодолели смертельную болезнь, финансовый кризис, предательство друзей, в том числе и финансовое партнерское предательство. И, будучи уже практически на краю, вы смогли вернуться в эту жизнь, победить все ваши проблемы. И сегодня мы даже находимся вот в вашем, я не постесняюсь этого слова, имении, которое прекрасное, красивое, огромное. Вы успешны, хорошо выглядите, у вас красавица жена, прекрасные дети. То есть то, о чем можно только мечтать. Как вы нашли силы выкарабкаться из этой ямы, в которой вы были? Когда я оказался в очень плачевной ситуации, то первый вопрос, который обычно появляется у всех людей, которые сталкиваются с проблемами, он звучал как «за что?». То есть никто не понимал, я лично не понимал, почему человек, по моему мнению, никак в жизни не сделавший ничего плохого никому, вдруг оказался в ситуации, когда совершенно в огромном количестве появились неприятности, и онкология, и общее состояние плохое. Никогда не обижал людей, всегда относился хорошо к своим родителям. Я, в общем-то, жил абсолютно позитивной, очень хорошей жизнью. Будучи человеком с хорошим образованием и, в общем-то, начитанным человеком, я думал о том, что как же я такой умный, всезнающий, имеющий хорошее образование, столкнулся с тем, что оказался вот в такой плачевной ситуации. Ответа этого я найти не мог. Но у меня, к сожалению, не было выбора. Мне приходилось помнить о том, что жизнь все равно придется доживать, и все равно придется, плохо мне или хорошо, начать ее и прожить от начала и до конца. И поэтому начали приходить идеи. Эти идеи, они у меня были связаны с элементом, который я назвал невезение. То есть я мог объяснить себе все ситуации только с позиции «везет» и «не везет». С этого всего началось мое становление, наверное, как эзотерика. То есть основа моей эзотерики заключается в том, что я начал искать выводы и делать выводы, почему одним людям везет в тот момент, когда другим не везет. Но еще мне очень помогла моя внутренняя ярость. Моя внутренняя ярость, жажда к жизни, вот жажда ярости, жажда любви, жажда вот этой внутренней жизни. Мне захотелось все-таки жить. Мне интересно, как вы, будучи врачом по образованию, как раз-таки врачом, то есть человеком науки, пришли именно вот к этому учению, но я как буду его называть все-таки учением эзотерическим, да? Как вы к этому пришли и почему именно вот такую форму вы для себя выбрали? Объяснить с физической точки зрения хаос и объяснить с физической точки зрения процессы, почему одному человеку хорошо в жизни или почему везет кому-либо, объяснить с физической стороны невозможно. Именно поэтому пришла идея рассматривать вопросы вот такого контролируемого везения или контролируемого хаоса с позиции научного работника. То есть я рассматривал этот вопрос с позиции научного работника. Я начинал анализировать социум и смотреть, почему кому-то везет, почему кому-то не везет. Из этого всего сложилась определенная идея, которую я назвал, ее, наверное, можно уже назвать контролируемым везением. Люди в обычной жизни, в обычном мире, им необходимо конкурировать. То есть человек должен быть более успешным, и ему необходимо конкурировать со всеми людьми, которые проживают на планете Земля. То есть каждый человек, который пробует быть конкурентоспособным, он не может добиться особенных результатов. И у меня пришла идея,
как же добились тех результатов те люди, которые управляют миром, которые добились высоких результатов в материальном благополучии, которые управляют этими странами. И как они умудрились это делать, не будучи конкурентоспособными. Ведь если разобраться, то среди самых быстрых ты все равно не можешь быть самым быстрым. Среди всех умных ты не можешь быть самым умным. Среди всех, наверное, образованных ты не можешь быть самым образованным. Значит, появляется какая-то идея отдельной конкуренции, которая должна касаться только людей успешных. То есть настоящий эзотерик, по моему мнению, может стать богатым или может стать очень влиятельным и успешным человеком, не используя физические величины, не используя физические системы конкуренции, быть более сильным, быть более наглым, а используя определенные мной разработанные программы вот такой конкурентности в этом мире. Мне вот интересно стало, поскольку с эзотериком беседуешь не каждый день, поэтому мне очень интересен вопрос. Поскольку вы были фактически на пороге смерти, с одной стороны. С другой стороны, я знаю, что врачи к смерти относятся достаточно цинично, они ее видят каждый день. Но вот как эзотерик, вот расскажите нашим зрителям, там за порогом что-то есть или нет? Я расскажу, как это все было. Я уже сдался на самом деле и чувствовал себя плохо. Побывав во Львове и побывав в Польше, встретившись с онкологом в очередной раз, который сказал мне, что вам ничего не светит, если у вас есть имущество, можете его уже переписывать на кого-нибудь. Состояние было у меня, наверное, самое упадническое, насколько это возможно. Плохо себя чувствовал. Я обычно это говорю 7 месяцев в гипсе и 4 года с высокой температурой. Вот такое состояние у меня было. Никто мне не мог помочь. Я обратился к Болотову в свое время, который очень активно популяризировал свои идеи. Он, в свою очередь, мне посоветовал натереться солью, выпить вина красного, сесть в теплую ванну. Якобы это должно было помочь мне выздороветь, после чего у меня случился микроинсульт ко всему. И это все привело меня просто к плачевному состоянию. В это же время одни мои знакомые ехали в Индию. И они говорят: слушай, какая тебе разница, где находиться, в Украине или в Индии? Давай вместе с нами поедем в Индию. Я говорю: давайте, я вместе с вами поеду в Индию. В Индии приехали мы в Бомбей. Где-то 40 километров от Бомбея находилась деревня, где находился оракул, я так его называю, человек, который предсказывал будущее. Глянув на меня, раскинув там кости, посмотрев на мои руки, он сказал: а что вы приехали? У вас как ни крути, вы в течение 4 лет умираете. То есть вам ничего не поможет. Вы приговорены. Это у вас судьба, все звезды против вас, в общем, можете уезжать. Слава богу, ошибся. Он не ошибся, он сказал правду. Но сказал: я вас не приму, вы мне не интересны. Но на следующий день я все равно к нему приехал, подарил ему там какой-то парсат, там какие-то деньги. И он сказал: вы знаете, у меня есть решение для вас. Мое решение звучит так: сделайте себя, это как раз было 10 ноября, 16 ноября у меня должно было быть день рождения. И он говорит: у меня есть решение для вас. Давайте мы обманем вашу судьбу. У вас жизнь прекращается на протяжении 4 лет следующих. То есть, если вы не умрете в этом, умрете в следующем, или через 1, 2, или 3, или 4 года. Когда у вас день рождения? Я говорю: день рождения будет через неделю. Он мне сказал: сделайте так, чтобы вы праздновали день рождения так, чтобы сказать всем, что вы на 4 года старше. И 16 ноября, когда мне было 30 лет, я сказал всем, что теперь мне будет 34 года. Так вот, я хочу сказать, что это было началом моей эзотерики, потому что с этого момента я понял, как это может влиять. Почему я это говорю? Когда я уехал от этого человека, и мы приехали 16 ноября в Украину уже, то, празднуя данный день рождения, говоря всем, что я стал на 4 года старше, до вечера у меня спала температура, и со 2-го дня после дня рождения я начал лучше себя чувствовать. И после чего на протяжении 4 лет я праздновал свой день рождения и говорил всем людям так, как будто мне на 4 года больше. Прошло 4 года, и в течение 4 лет я избавился от этого заболевания. Но это еще не все. Потом я к нему поехал, потому что основная идея моя заключалась в том, что мне нужно найти женщину. Я приехал к нему и сказал: хочу найти себе женщину. И он говорит: хорошо, что ты жив.
Я хочу тебе предсказать, твоей женой будет индуска. Она будет маленького роста, и звать ее будут Сурья. Со временем я начал думать, что оракул ошибся. Но я ошибался. Дело в том, что когда я познакомился с Соней, то я ее до свадьбы своей не видел. И когда я приехал на свадьбу и увидел первый раз свою невесту, которую привел ее дедушка и вывел в фате, и когда она подняла фату, то у нее были руки, на них была нанесена хна в виде узора, а также на голове был такой убор из драгоценного украшения, который был внешне похож на индийскую символику. Таким образом, увидев ее, скорее всего, он мне сказал о том, что я буду жениться вот на такой девушке. Также на ней хна, как на индийских свадьбах, и большое количество украшений было. Ну и тут вопрос, почему Сурья? Дело в том, что с самого нашего знакомства я все время называю свою жену Солнцем. Я говорю, как дела, солнце? Хорошо, солнце. А солнце на санскрите – это Сурья. Для меня это было началом и доказательством того, что нет всего лишь 3 сил. Существует еще определенная 4-я сила, что есть такие люди, которые могут предсказать будущее. За каждым успешным мужчиной обязательно стоит великая женщина. Юная, как девочка, мудрая, как жена, прекрасная, как мать. В нашем случае это София, жена Андрея Андреевича. И мы сегодня хотим с ней познакомиться и задать ей пару личных вопросов. Здравствуйте, София. Здравствуйте. Вы многодетная мать. Вы жена человека, который на сегодняшний день уже, я не побоюсь этого слова, человек, которого знают во всем мире. У вас, в принципе, в жизни, в семье все состоялось. Но когда вы познакомились, еще вот так вот всего этого не было. И было все намного безнадежнее. И Андрей Андреевич был после болезни. И финансово тоже было не все так весело, как сейчас у вас. Как вообще, что заставило вас в него поверить? Как вы стали его музой? Знаете, вы очень правильно подметили. Меня именно заставило поверить в мужа одно очень важное качество для меня. Это адекватность. Когда я его увидела, когда мы пересеклись в плане обучения, потому что познакомились мы именно на обучении, я увидела перед собой человека, мужчину, который не просто умен, не просто мудрый, не просто гениальный, талантливый и так далее, о чем, наверное, мне стоило сейчас в первую очередь говорить. Это был абсолютно взвешенный, адекватный человек. Как я это называю, сбалансированный разум, в котором прекрасно все это гармонично сочеталось. Возьмем, к примеру, чтобы объяснить, что это, возьмем, к примеру, великих гениев, которые просто убиты безумием. Их жизнь разрушена безумием. Или талантливых ученых, мудрецов, которые повергнуты очень большой жестокости. При этом не создашь ни семью, ни счастья, ничего прочего. Или какие-то талантливые, известные личности, яркие личности, которые просто захлестываются своими же собственными неуправляемыми эмоциями. Тоже жизни нет. Одержимость какая-то. Одержимость, совершенно верно, которая захлестывает, где нету меры, где нету вот этого какого-то мудрого баланса, который может управлять над всем, чтобы человек был счастлив. И я, как женщина, наверное, какое-то внутреннее чутье заставило меня это вот так вот щелчком пальца видеть, и это меня подкупило. Это абсолютно адекватный человек. Как он за вами ухаживал? Я скажу так, вопрос провокационный, потому что в продолжении моего ответа это будет звучать не совсем корректно. Он просто схватил меня на плечо и унес. Да? Это чистейшая правда, причем я уже неоднократно это рассказывала, мы вместе это рассказывали. И потом он говорит мне: Сонь, ты, наверное, ждешь цветов, ухаживаний, стихов под балконом и так далее. Давай мы это все тихонечко сложим в коробочку и отложим на нашу с тобой приятную старость в какой-то французской квартирке. А сейчас мы быстренько создаем семью, живем и наслаждаемся. Я так этого хочу. Так все началось. У вас достаточно большой дом.
дети, великолепный сад. И ваша территория, я смело могу назвать ее парком. Полноценный парк с розами, с цветами, со всем ландшафтным дизайном великолепным. И при этом вы еще и помогаете мужу с бизнесом, я знаю, там, с его какими-то начинаниями, принимаете участие во всех его проектах. В чем секрет такой суперженщины? Это же все на вас. Ну и вопрос у вас. Наверное, самое важное, что этот образ видит во мне мой муж. И это вдохновляет, это стимулирует, это просто не позволяет не поднимать планку выше. Ну, не могу не сказать, я слукавлю, если не скажу, что за каждой суперженщиной, наверное, стоит супермать с суперсилой. И в моем случае мне очень повезло с мамой, потому что она очень помогла, поддержала, помогла и помогает нам с детьми. Наверное, сама я бы так отчаянно не справилась бы. И в детстве мы жили в такой семье, где тоже был сад, где было озеро. Я, будучи маленькой, постоянно ходила кругами и ловила лягушек. Приносила вот так вот в руке. Вы знаете, наверное, суперсила в действии, в постоянном действии. Но мы же не хотим, чтобы оно было в холостую. Мы же хотим результат, поэтому за этим действием должны быть еще и знания. Да, я учусь каждый день, учусь у жизни, учусь у мужа, в чем мне, кстати, повезло. Учусь у людей. Ну и, конечно же, знаю, чего я хочу. Хочу я счастья своей семье. В этом весь секрет. У вас гости в доме часто бывают? Нет, потому что если бы еще и гости в доме, мы бы просто не отдыхали. У нас бы просто не хватало времени на детей. Ну, я так понимаю, что всем известно, что мой муж достаточно-таки известный человек, и люди постоянно вокруг него. Люди в жизни вокруг, люди в соцсетях, в телефоне, в письмах. И я поддержала его в этом, потому что, во-первых, когда ты видишь восторженных людей, которые смотрят такими искренними глазами на любимого твоего человека, ты уже подсознательно уважаешь этих людей. Ты уже не можешь находиться к ним каким-то равнодушным человеком, я говорю о себе. Поэтому я тоже вовлеклась в это все. Невозможно не вовлектись. Это огромный кусок работы, это, можно сказать, жизнь. Поэтому иногда вот в своем доме, в своей вот такой святыне, я могу это сказать, что дом – это и есть святыня, мы стараемся удерживать вот эту семейственность. Признаки эзотерики, они присутствуют совершенно во всех сферах нашей жизни. Это изображение непонятных символов на купюрах. Это символика, которая украшает каждый герб каждой страны. Это символика, геральдика, которая присутствует во всем мире и была всегда. Даже в случае, если кто-то говорит, что эзотерика – это не наука, это полная ерунда, то тогда можно было бы сказать, тогда почему такие символы мы видим на валюте, и такие символы в виде геральдики видим на своих гербах наших стран и так далее. С чем это связано? Ведь ничего просто так не бывает. Вы работаете с такой тонкой материей, как энергетика. Не всем понятная категория, да, тоже. И при этом на своих уроках и в своих вебинарах вы всегда подчеркиваете, что любое слово, любой посыл во Вселенную должен обязательно быть с позитивом, с любовью. Да. И даже если человек должен озвучить какую-то негативную информацию, он должен следить за собой и перефразировать слова. Например, не тратить, а приобретать. То есть вот так вот. Я помню, я просто один из ваших вебинаров посмотрела, и я вот этот момент отметила, что вот у вас есть такая вот теория. А как это работает? Вы понимаете, это одна из особенностей разработанной мной системы. Я начал обращать внимание на то, что с нами происходят события не от того, что мы думаем об этих событиях, а от того, что мы чувствуем в тот момент, когда мы о чем-то думаем. Таким образом, в случае, если человек, допустим, рассчитываясь деньгами или думая о деньгах, начинает испытывать страдания, то, по моему мнению, некая божественная энергия убирает у этого человека страдания, тем самым убирает в его жизни появление денег. То есть, если ты от денег страдаешь и выделяешь эти чувства, зачем тебе деньги, если ты так страдаешь?
Проводя такую аналогию, я попытался создать такую концепцию, и мне стало понятным, и как бы это основа моей эзотерики, о том, что любое чувство создает определенное событие в жизни человека. Это не было мной открытое ноу-хау, об этом говорили ранее и психологи, и физиологи, и, наверное, мистики, о том, что не сознание формирует события, а чувства формируют события. Из этого появились, наверное, такие максимально быстрые методы, которые позволяют человеку избавиться от навязчивых состояний, с которыми он справиться не может. Ведь есть много очень эзотерических советов, мистических советов, психологических советов, когда человеку говорят, нужно быть добрее, нужно не завидовать и так далее. Но вы знаете, очень много есть советов, но применять их очень сложно, потому что это длительные медитации, это разборка, наверное, своих психоэмоциональных состояний и так далее. Я же начал трансформировать это все и придумывать совпадение логическое, которое может помочь человеку избавиться от вот таких навязчивых идей мгновенно. Допустим, словами «Почему у меня нет денег?» я рекомендую заменять на слова «Ничего страшного, скоро появится». Я покупаю свое материальное благополучие вместо того, почему у меня этого материального благополучия нет. Тем самым человек очень быстро формирует новые чувства для себя, непривычные для него. Тем самым, в общем-то, полностью управляет теми событиями, которые должны в жизни его появиться. У меня когда-то была ситуация, приехала одна женщина и говорит, я не могу справиться с тем, что я очень жадный человек. Я жадный и очень завистливый. Она говорит, я даже сейчас с вами нахожусь здесь, и меня мучает то, что вы молодой мужчина, а со мной живет не молодой. Я говорю, да ладно. Она говорит, да, я не могу с этим справиться. Я прошла курсы, я все сама понимаю, но придя к кому-либо в гости, меня гложет зависть, и я не могу даже разговаривать. Она говорит, меня даже слезы мучают после этого. Хотя я сама хорошо зарабатываю, в моей жизни все хорошо. Но если я вижу у кого-то больше успех, чем у себя, меня это мучает, я перестаю спать. Я ей сказал, смотри, в тот момент, когда тебя мучает ощущение жадности и зависти, произноси себе, ничего страшного, скоро и у меня так будет. После этого она мне сказала огромное спасибо, потому что это категорически изменило мою судьбу. Потому что действительно, я очень часто это делаю. Если человек говорит, вот такая у тебя хорошая там, жена или хорошая машина, хорошие дети, я говорю, ничего страшного, у тебя скоро такая же будет. Ничего страшного, у тебя тоже это появится. Тем самым человек из состояния страдания переключается в состояние веры в то, что будет все в его жизни тоже. Понимаете, так работает вот вся моя система. Вот таким образом все это работает. У вас есть уникальная разработка, которая называется «Шум». Да. Вы предлагаете там по нескольку раз в день разные шумы слушать для разных там целей. И настраиваться в этот момент тоже. Как бы такая своего рода молитва. Как это работает? Как появились шумы? В свое время, когда я находился в Египте со своей дочерью Машей и гулял с ней по улице, я начал слышать внезапно, ощущение такое было, как будто ветер создает определенный звук. Этот звук ветра, он выглядел как звук там хаша, допустим, вот так. При этом, когда мы ходили, я начал прислушиваться к этому звуку, и этот звук вновь и вновь повторялся. Я не обратил на это внимания, когда принес Машу домой, померили ей температуру, оказалось, что у нее высокая температура, заложено горло. После этого я рядом с ней лег, и данный звук вот этого ветра я слышал, как будто я его продолжал слышать. Но когда у Маши спала температура, звук этот исчез. На следующий день я вышел на улицу уже без Маши и, сидя на стульчике где-то там, это было в Египте, начал произносить на вдохе и выдохе вот тот звук, который я услышал. Ха на вдохе и ша на выдохе. И через очень быстрое время, где-то секунд 15-30, начал ощущать, как будто меня знобит. И когда пришел домой, померил температуру, оказалось, что у меня высокая температура. Я начал прислушиваться, если можно так сказать. Я начал прислушиваться, и это начал делать так. До то время как раз были какие-то события, связанные с Олимпийскими играми. По местному телевидению показывали эти Олимпийские игры. И я наблюдал за людьми, которые бегут
В тот момент, когда человек бежал изо всех сил, я начал слышать от него определенные звуки. Это были звуки успеха, звуки неуспешных людей, звуки пораженных, звуки людей, которые болеют какими-либо заболеваниями. Не стоит забывать о том, что я 8 лет находился у себя в офисе и каждый день безвозмездно принимал огромное количество людей, которым ставил диагнозы. Вы мне не поверите, но в большинстве своем диагнозы формировались из тех звуков, из тех звуков болезней, которые мне слышались от них. Так я сформировал звуки, которые могут помочь выздоравливать человеку, и звуки, которые могут помочь человеку быть больным. Звуки влюбленных, звуки разочарованных, звуки людей с проблемами, звуки людей без проблем. Из этих звуков я составил определенные аббревиатуры слогов. Это все назвал слогами магов. И из этих слогов составил определенные мантры. После чего я взял, допустим, мантры, которые могут привлечь человеку везение, богатство, успех, записал их в виде звуков на микрофон и после этого сжал до возникновения определенного шума. То есть, когда идет этот шум, то оказывается, тот шум, который создается, это как тысячекратное повторение тех звуков, которые я в свое время услышал. Все, я буду слушать, мне очень надо. Тем самым появились звуки, увеличение материального благополучия, избавление от разных заболеваний и так далее. Я многократно говорил о том, что были проведены в том числе и социальные опыты на добровольцах, социальные опыты по устранению определенных заболеваний. Я считаю, что вот эту разработку, ее следует, не отрицать, а следует к ней относиться более серьезно, и, возможно, в дальнейшем это даст, наверное, какие-то ответы на какие-то более глобальные вопросы. Магия и эзотерика – это, наверное, то, что является пионерской наукой творчества, когда человек может думать, мечтать, задумываться над этим и делать свои первые, наверное, неумелые шаги. Но говорить о том, что это плохо, я бы не стал, потому что из этих наук, которые сейчас, наверное, вызывают улыбку, появилась настоящая наука. И, наверное, вот такие мечтатели, пионеры, как я, не остались и до сих пор мечтают, верят в сказки и пробуют во всем найти какое-то зерно. Андрей Андреевич, вы проводите очень много вебинаров, семинаров, онлайн, и вы утверждаете, что вы можете даже дистанционно людям помогать, как-то от чего-то их там исцелять или, помогать, в общем, то, что вы умеете. Вот скажите, вы этих людей даже не видите, не знаете. Почему вам хочется тратить на них энергию? Дело в том, что человек, который прикасается к боли однажды в своей жизни, понимает, насколько это ужасно. И когда никто не может помочь, он понимает, как это ужасно. И не дай бог кому-то вообще познать, что такое трагедия боли, когда ни врач не может помочь, ни человек не может помочь, и человек испытывает это. Однажды, прикоснувшись к этому, человек не может оставаться безучастным уже к любой другой трагедии. Конечно же, это где-то внутренне заставляет быть человеком, который имеет желание помогать таким людям и старается это делать. Но при этом у вас, как у всякой яркой личности, которая занимается тем более и целительством, да, и консультированием в плане успеха жизни и финансового успеха, естественно, во все времена у таких людей, у учителей, у мессий, у пророков, как ни назови, было очень много хейтеров, то есть ненавистников, недоброжелателей, которые даже оставляют у вас комментарии какие-то нехорошие под вашими видео. Мы даже знаем одну небезызвестную программу, которая про вас сняла ролик. Как вы к этому относитесь? Трогает это вас или нет? Вот смотрите, мы сейчас идем по саду, и в саду есть удобрения. Любые удобрения – это фактически навоз. Точно так же и люди, они создают навоз, не понимая, что это может быть удобрением для цветов.
любые хейтеры создают невероятно хорошую почву для того, чтобы на ней прорастали хорошие цветы, кусты и все остальное. Поэтому я рад, что такие люди появляются. Они сами не понимают, что заставляют гораздо более целостно, наверное, преподносить информацию, давать информацию четче, лучше и быть человеком, который соответствует тому, что он говорит. Я видела, что у вас есть сайт, на котором вы продаете талисманы. Да. Какой у вас такой вот талисман, ваш любимый, который, как вы считаете, вам приносит удачу? Смотрите, и вообще там есть какая-то классификация этих талисманов? Есть. Смотрите, я еще раз хочу вам напомнить о том, как появились шумы. Помните, я говорил о шумах? Когда появились шумы, то вот саму историю я эту вам рассказал. Так вот, когда появились шумы, я подключил эти шумы к металлическому динамику и на него поставил тигель, в котором расплавил металл. И когда металл застыл, то в этом металле застыл этот звук. И это называется талисманом. Вот так это выглядит, видите? И сделал из этого талисманы. То есть это талисманы, в которых застыла вот эта вибрация, которую я делал в виде такого шума. Могу сказать, что они действительно очень активно помогают человеку, фактически изменяют человеческую судьбу просто за несколько недель. То есть в случае, если человек одевает такой талисман для того, чтобы у него улучшилось настроение, то у него появляется настроение, появляется хороший сон, для здоровья улучшается здоровье. Магия в чистом виде, и все согласно законам физики. Напоследок хотелось бы спросить у вас по поводу Индии, вашей индийской истории. Она очень интересная. Вы там пробыли какое-то время и наверняка общались не с одним оракулом, там еще с разными людьми. У вас был какой-то самый запоминающийся совет, который бы стал вот именно для вас самой большой индийской мудростью, которой вы пользуетесь до сих пор? Очень часто люди думают, что для человека очень важно иметь деньги, или для человека очень важно иметь жизнь, или для человека очень важно иметь здоровье или что-либо. Но люди забывают то, что все, что нужно для того, чтобы быть счастливым и радостным, у нас уже есть. Вот это счастье и радость – это просто наше проживание. То есть то, что мы живем, и есть самое настоящее счастье. А вы знаете, этому меня научила Индия, потому что как-то я обращался к одному человеку, который был очень бедный. И я ему говорю: мне тебя жаль. Он говорит: почему тебе меня жаль? Мне тебя жаль, потому что ты такой несчастный, бедный, потому что ты старый, тебе ничего не светит. Он говорит: я хочу у тебя спросить. Я говорю: я тебя слушаю. Скажи, ты счастливый человек? Я говорю: я, наверное, не счастливый человек, потому что у меня столько есть проблем. А он говорит: а я бедный, но я абсолютно счастливый. И в его глазах было столько счастья. Я говорю: а почему ты счастливый? Он говорит: потому что я каждый день живу, и мне моя жизнь нравится. Вы представляете, ему нравилась его жизнь. У него ничего не было, он спал на улице, пил молоко от коровы, и, в общем-то, ничего от жизни не хотел, был верующим человеком. У него все было для того, чтобы быть счастливым. А у меня такого важного, с огромным количеством знаний, у человека, у которого там материально все было хорошо, не чувствовал себя счастливым. И я этому человеку завидовал. Сейчас я понимаю, что в Индии меня научили тому, как быть счастливым человеком. Дело в том, что ребенок рождается уже с улыбкой. Как вы думаете, почему? Если природа так устроила животных, у них естественный рефлекс – это сосание и защита, сосательный и защитный, то есть там собачки, кошечки, они сосут и защищаются, грызут, то почему ребенок рождающийся, он начинает первым делом улыбаться? Почему ребенку необходимо улыбаться? Ответ звучит так: а почему вообще человек улыбается? Человек улыбается в тот момент, когда испытывает радость. И ребенок, который только родился и появился на свет, первое, что он начинает делать, это испытывать радость. Самая большая радость – это просто проживание наше. От начала до самого конца. И выбор на самом деле делаем мы сами. Удивительный визит, удивительная семья и удивительный человек. Птица Феникс, как она есть. И мы нашли так много тем для разговора.
что продолжение следует.